Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас проходная ветка, танк легкий, ФЦМ-36, Франция, да. Обычный прокачиваемый танчик, вот, второго уровня, легкий танк, хотя выглядит как супер тяжелый, но это легкий танк. Хороший ли танк или плохой, ну, нельзя сказать, что он прям супер хороший, нельзя сказать, что он супер плохой, я бы его оценил как нормальный, но у него есть нюансы, да, кому-то нравится такой класс техники, который, ну, вообще, в принципе, мы сейчас об этом поговорим, что за класс техники, да, кому-то и нет. Вот, предлагаю сначала сходить посмотреть бронирование данного агрегата, идем. Итак, вот наш ФЦМ-36. Как для второго левела, конечно, он бронирован. Почему? Смотрим. Центральная часть над НЛД корпус у нас 41 в приведенке, нижняя рикошетная 87, ВЛД у нас рикошетная 62, подбашенная рубка 43, здесь скосы до 90, если под прямым углом на танк смотреть, да, башня 47, в маске почти 80, 70 по-разному, сиська наверху, обзорный прибор у нас 44. Сбоку бронирование в нижней части 37, 23, здесь с экранами 54, здесь 25, башня 44. Танк медленный, но против, это все-таки второй левел, да, очень много на втором левеле пулеметов, а не пушек с бронепробитием там до 20. До 25. Это говорит о том, что вас очень много не будут пробивать, безусловно. По факту для вторых левелов это тяжелый танк. Тяжелый, хотя ну, является легким в самой игре. Давайте поглядим его пушку. Стартуете вы на стоковой пушечке, вам, конечно, нужно как можно быстрее пересесть на вот эту 37 миллиметров, вернее СА-38, 40 альфа, 34 пробития на основном снаряде, 67 на голде, 2,8 секунды заряжается орудие, ДПМ общий 860, как для второго уровня это достаточно неплохо. Разброс 0,48, время сведения более-менее комфортное, да. Однозначно нужна эта пушка, однозначно нужен топовый двигатель, потому что здесь движок от газонокосилки старого образца, да, и танк даже на топовом двигателе, даже в турбину вы ставите оборудование, он достаточно медленный. Ну, чтобы подвижность на месте была топовую, ходовую, 100% надо выкачивать. Так, давай в ангар. По оборудованию только турбина, другого оборудования здесь быть не может. Танк медленный. По снарядам. Основной снаряд летит 705, голда летит 881. Вот здесь, конечно, маленькая скорость стрелять по подвижным целям, здесь уже более-менее. По снаряжению ставим ремку. Экипаж у нас всего 2 человека, и это одновременно плохо и хорошо. А экипаж быстрее учится. Плохо то, что все перки заряжающего, перки наводчика здесь придется вешать на вот этих двух членов экипажа. Первым перком командиру лампу, механику-водителю ремонт. Вторым перком боевого братства. Дальше качает перк, как показано в таблице. Вот. Теперь по огневой мощи смотрим. Пушечка у нас гнется, не поверите, аж на минус 17 градусов. Это очень прикольно. Очень. Учитывая бронирование, вот на этом танке, на рельефных картах, можно играть от башни. Мы помним, броня есть. Ну, реально есть. Особенно против пулеметных пушек, да. Вот. Ну, что тут больше смотреть. Скорость заряжания орудия у меня 3 секунды, да. По ХП у нас 280. Да, есть броня, да, второй уровень, но как для второго уровня такого класса танка 280 маловато хп. По мобильности все плохо. Турбина дает плюс 4. Если бы не ставили турбину, было бы 24 вперед, 14 назад. Менее 10 лошадей на тонну. Ездит этот гроб еле-еле, реально. Так что без турбины вообще никак.
По незаметности, ну, здесь ее не так уж и много, хотя перки незаметно скачаны, но в неподвижной машине 25% всего лишь, потому что танк высокий, танк огромный на самом деле, стрелять в него легко вашим противникам будет. Обзор 256, у меня штраф за то, что экипаж не переобучен на 100%, штраф 24 метра, так бы было бы 280, танк слепой. Как для даже второго уровня, такой обзор это мало, очень мало. Ну, как есть. Давайте по плюсам и минусам танка. Танк огромный, это безусловный просто минус, да. Дальше, танк медленный, это тоже минус. По плюсам, у танка есть броня. У танка неплохая пушка с нормальным сведением. Минус еще забыл, это обзор, конечно же. Незаметность является одновременно и плюсом и минусом этого танка. Вот, как-то так. По сути, это на втором уровне, еще раз скажу, тяжелый танк. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, посмотреть, насколько хороша или плохая эта машина. Идем. Попали мы на Энск. К третьим левелам. ФЦМ-36. Французский. Танчик второго уровня. Вот, обычная проходная ветка. Включаем голду. Обзор танка боем. Почему голду? Потому что играем против третьих левелов. И бронированные танки у них есть. Эх, респануло не там. Зачем на зеленке-то у нас? Вот это непонятно. Покончим с ними! Когда система респит, зачем меня вот БТ-2, например, М2 Light в городе, а меня на зеленке? Во. У врагов подкрепление? Блин, ну скорость, конечно. Конек этого танка, да. Сюда попался! Это мне нравится! Один есть! Едем дальше. Враг уже близко! Получи! Это мне нравится! Хорошо пошло! Ну вот так вот, бока урону мало. Враги повсюду! Держу цель! Получи! Будет больше мишеней! И это все? Миленько. Попался! Будет больше мишеней! Враг уже близко! И это все? Получи! Да. Миленько.
Отсюда! Аккуратнее, это уже близко. Меня задели. Хорошо пошло. Это мне нравится. 400 настреляли, медленные мы. А здесь как бы важный момент — это скорость. Взять его. Враги повсюду. Это мне нравится. Захватили базу. 525 успели настрелять. Вот такой-то танк. В принципе, есть какая-никакая броня, подвижность слабая, пушка нормальная, особенно на голде можно быстро пройти ветку, прокачать и выйти уже на 3-й левел танка. Насколько хорош? Нет. Не люблю такой тип даже в песке. В песке нужна подвижность, да, и пушка. Пушка у нас есть нормально, вот подвижности нет, хотя и вроде есть броня. Но, как по мне, для песка не самая лучшая машина. И задерживаться на ней, наверное, особо тоже не стоит. 4-е место у нас по урону. Даже с нашей скоростью мы успели что-то настрелять, в отличие от этих балбесов. Ребята, если у вас такая машина, проходили ее, какое оборудование вы используете? Считаю, что турбина — это must-have для этой машины. Вот. Я вам хочу сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Вот. Тачки ставим, в принципе, плюс. Можно на ней играть, но она грустная, не веселая. Всем пока, до скорых встреч. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.